Окей. Добрый день. Добро пожаловать на мой канал «Азиатские обзоры». И ура! Ура, наконец-то мы дошли. Сначала я нас представлю. Виви, Мгм. Змейка, это я. Да? И сегодня у нас долгожданный обзор. Мы досмотрели сегодня китайскую дораму «Три тела». Она называется «Три тела», не «Задача трех тел», как книга. А не three, Три тела. three Three body body. problem. Three body. Не three... Шанти. Да, по-китайски three body, по-английски шанти, по-китайски не задача трех тел. Ну, так они решили, я не знаю. Это их проблема. Ну, да, Да. вроде бы. Мы сегодня обсудим, план такой, обсудим дораму, обсудим книгу, обсудим, я расскажу про писателя, ну так, библиографически. Его награды, наверное, не будем. Мы хотим сделать с Виви еще одно видео, потому что это будет слишком длинным, о всех его произведениях. О всех произведениях Люси Цесыня. Ну, то есть о нем как о писателе о и о нем как о книгах. писателе и о его литературе. Сегодня дорама, новелла и перспективы, что еще снимают. Как Да. мы думаем, как мы знаем. Оценивать будем, как всегда, значит, книги, естественно, литературное содержание, да, Как литературная основа, да. как литературная основа для... Какой есть перевод, где можно Да, для почитать, романа. послушать радиокниги, аудиокниги, все такое. Кто начитал, обязательно скажем, потому что этого человека нельзя не упомянуть, шикарного чтеца, самого лучшего в России. И по поводу дорамы. Дорама, режиссер, актеры, актерская игра, надо упомянуть, тут просто вот есть о чем сказать. Да? Насколько совпадает дорама с книгой, насколько совпадает, что они добавили, нужно, не нужно, хорошо, плохо, да, что нам не понравилось, что нам понравилось, и наше заключение, как мы советуем или нет. Прежде всего я хочу сказать, что это видео для тех, кто либо читал, либо смотрел, либо и то, и другое. Те, кто не читали и не смотрели, я не думаю, что вообще этим всем заинтересуются, наверное. Потому что будет куча спойлеров. Во-первых, да, спойлеров мы не избежим, и поэтому мы единственное, тем, кто читал, но не смотрел, они знают, да. А тем, кто смотрел, но не читал, тоже будет интересно почитать, потому что почитайте. А еще что я хотела сказать по этому поводу, по поводу того, спойлеры, не спойлеры, сюжет мы рассказывать не будем, но все его знают, о чем тут говорить, да, кто чего, куда прилетает и так далее. Да. Начнем. Люцисень, да, начнем. Я подготовилась, у меня все распечатано даже. Да, что я хочу о нем сказать. Родился 23 июня 1963 года. На данный момент ему 59 лет, и 23 июня мы с тобой, Виви, наверное, будем справлять ему 60 лет. Шлем ему письмо. Да. Да. Поздравляем, Люцисень, ты великолепен. Место рождения Пекин, Китай. Гражданство Китайская Народная Республика. Писатель. С чего он начинал? Вообще он получил инженерное образование. Он инженер. Если вы конечно, все читали, смотрели, да, и думаете, это, наверное, ученый-физик писал, да? Нет, это инженер. Писал инженер. Как простой. Инженером тоже быть не просто так, но инженер. Ну, технарь он, технарь. Он не физик, не физик-теоретик, как можно было бы подумать. Да? Вот. Что еще? Он работал всю свою жизнь до того, как прославился, и, наверное, уже там не работал, он работал на электростанции. Электростанции, он дежурным был инженер, сменным, что называется, как у нас называют. Да? То есть он сидел и ждал, пока что-нибудь сломается. А когда что-нибудь сломалось, он шел и чинил. Но ломается-то не всегда, поэтому он сидел, ему делать было нечего. И он начал писать свои романы фантастические. Хорошая работа. Прекрасная работа для написания фантастических романов. Что он и делал? Чем он прежде всего прославился? Прославился он своей трилогией «Сказание о будущем Земли». Нет. Ой, Память о прошлом Земле. Да. Я нервничаю, потому что это память о прошлом Земле. Прикоснулся к великому, поэтому я нервничаю. Память о прошлом Земле. Состоит она «Задача трех тел», которая вышла в свет в 2007 году, «Темный лес», продолжение, вышедшее в 2008 году, и в 2010 «Вечная жизнь смерти». Третья книга трилогии. Что мы можем сказать? Давай начнем с книг. Что мы можем сказать вообще? У нас с тобой обеих вторая книга любимая, но первые книги достоинства неумоляемые, потому что с этого все началось. Какие достоинства ты считаешь? Самое главное, доступность. Значит, в нашей стране все три книги прекрасно, великолепно, профессионально переведены.
Мгм. Я так Вот понимаю, можно про перевод немножко скажу? вот, и я сначала скажу, потом ты, да? Да, да. Потому что перевод сначала был сделан Да, великолепным все. писателем-фантастом Кеном Лю, американцем китайского происхождения, который адаптировал эту вот китайскую ментальность на западную, а уже с английского языка, я так понимаю, наши Да. переводчики перевели на русский, и Мгм. получился шедевр. Мгм. Просто шедевральный Ну, перевод. просто потому, что он участвовал, Кен Лю участвовал в русском Кен Лю, переводе тоже. То есть они да, делали они этот перевод, консультировались, да, да, они консультировались с Кеном Лю, и, да. конечно, перевод получился великолепный. Великолепно. Они консультируются не только с Кеном Лю, они консультируются еще и с китаистами, Мгм. что получилось, ну, Кен Лю сам китаец, в общем-то, он им тоже Мгм. подсказывал, и китаисты подсказывали, в общем, особенно вторая книга, предисловие, если ты слушал, да, ко Мгм. Да, второй книге, конечно. предисловие переводчиков, все об этом очень хорошо рассказывается. И доступность есть бумажная, пожалуйста, покупайте где угодно, эта литература у нас доступна, есть аудиокнига, начитанная Игорем Князевым, Мгм. самым лучшим чтецом в России, Мгм. начитано просто, ну, что можно Божественно, сказать, божественно. божественно, Вот божественно. Разные, он даже на разных голосах, он женский, похоже на голос. женский, он говорит детский, детский, но это, конечно, человек Но он великолепный. потрясающе читает. Потрясающе читает, да. Вот Да. книга. Все. Мгм. Тоже доступно абсолютно, полностью. Абсолютно, абсолютно доступно. Ну что, Мгм. сюжет книги фантастичен, мы ее Мгм. рассказывать не будем. Мгм. Это прям научная фантастика. Да. Научная. Что ты можешь сказать о сюжете? Что он на тебя, какое впечатление произвел? Ну, когда вот ты все это прочитал, То есть, что ты подумал? когда я все это читала, у меня была мысль, господи, я наконец, после всей этой фэнтези, после Мгм. космических опер, я получила нормальную научную фантастику, вот в стиле Лема, в Мгм. стиле, там, я не знаю, вот, Азимов, может быть, да? Азимова, да, Да, а, Брэдбери ну, в Брэдбери какой-то не очень, мере. да, Да. лирики меньше. Он Лирики, все-таки, лирик. он Брэдбери все-таки любил. он Мгм. все-таки Люцисини, он и лирика, это вещи не Ну, он очень... практик, он инженер. У него инженерные Да, мозги, он и так и да, пишет. Да, он так и пишет. вот. Ну, И я да. получала удовольствие от фантастических идей. Вот да и в первой, и в задаче трех тел. То есть просто сделать из физической задачи Мгм. интересное фантастическое произведение. Ну, еще что, вот мы с тобой как трекеры, да, мы обязательно это видео покажем нашим друзьям-трекерам, я думаю. Обязательно, И мы с тобой как обязательно. трекеры вдруг получили совершенно другую картину будущего. Да, ну Чем это мы же потом уже получили, это когда мы потом. вторая и Но мы, третья. в принципе, и сначала поняли, что мы ее Что, получим, потому что ничего что хорошего не что светит. ничего хорошего, как в треке, в нашем любимом стартреке, к нам прилетят вулканцы и решат все наши проблемы, и мы станем Но про Федерацией планет. вулканцев и их проблемы, и которые вообще И про их проблемы. инопланетян, Да. Про инопланетян. которые прилетят и решат наши проблемы, Да. мы тоже в трех телах имеем. Имеем, мы их ждем там, да, Да, но мы просто вот понимаем, что они ждем. прилетят, но нифига не решат, а наоборот, они нас просто под зад Да, скажут, извините, нам очень нравится у вас, вы идите вы да, нахрен отсюда. какая прекрасная Какая планета. прекрасная планета. Вот это, конечно, для нас было, для меня лично, вот как для трекера, было новое. Мгм, Новое. Я подумала, как же интересно, да, я привыкла, да, к этим, и мгм. космические корабли, я привыкла к космическим кораблям, бороздящим просторы Просторы Вселенной. Вселенной, да, и Ну, это причем уже быстро. вторая книга, наверное, про Нет, космические корабли бороздящие. причем быстро. Быстро. А А не здесь то, что все они очень там медленно, с да. Альфа-Центавра к нам 400 лет летят. 400 лет, но потом Да, быстрее, но не намного. А когда второй флот, вот, да, Тристолярянский, ну, это уже вторая книга тоже. да. Ну, в общем, так получается, что очень медленно, Мгм, не с теми целями, к которым мы привыкли. Конечно, в Стартреке есть и враждебные цивилизации, но то, что все на свете, вся м. Вселенная друг к другу Населена, враждебна, да, населена и вообще населена населена, гуманоидами. Ой, вообще не можно пойми кем. сейчас чуть-чуть про Да-да-да. самих тресолерианцев. Вообще, Да, ой, это опять трясина. же про Мгм. книжки, и Хорошие ребята, да, мне они нравятся. Такие они ребята. прелестные совершенно, Прелестные но создания. Да. вообще Люций Синь никогда не давал
изображение инопланетян. Не только Терсилерянц вообще не давал изображение Не инопланетян. давал. У нас нет никаких доказательств, вообще Никаких. даже предположений, что это гуманоидная цивилизация. И судя по тому, что они умеют дегидрировать, скорее всего, это даже не гуманоидная цивилизация. Ну, он только сказал, что у них зеркальные какие-то тела, там было в книге вот эти зеркальные какие-то тела у них, которые вот... Нам все, вообще они все, все непонятно. Да, все что непонятно. давали в Дораме, это через игру или через И восприятие вот ОЗТ. сравнение потом, Дорама молодцы, они прям вот четко вот это Прекрасно. все... Да, Они ну, прекрасно давай сначала сделали. про книгу, да, значит, Угу. ну, основная мысль в этом, я такая, как любитель фантастики, ее так поняла, но там же еще есть и философские мысли, очень Конечно. философские, очень умные, такие, как вот, например, главная героиня Еванзе, Угу. да, и Угу. ее жизнь, ее поступок. И ее поступок противовес с трессалерианским слушателям, который поступил ровно наоборот. Хотя Да. считается, что трессалерианская цивилизация бездушна и не Угу. имеет чувств, И а человеческая такая вся прям духовная. В общем, получилось две души, два разума, которые каждый из них поступил против своей планеты. Против своей планеты. Каждый из своих соображений. Каждый из своих соображений. Он потому, что он пацифист, Угу. а она потому, что ее достали. Потому Нет, что жизнь он ее же, кстати, довела. тоже объяснил, там тоже интересно. Он объяснил. Он объяснил, что его-то жизнь тоже достала. И его жизнь достала, и поэтому он пошел против. Вот это вот Да. Люцисень прям хорошо так вот это вот То есть показал, да? два человека, ну, неважно, в общем, мы не будем говорить, там, неважно, один человек, другой неизвестно кто, вот, Терсилерянец, вот, Ну, два существо. два разумных существа, которые обижены. Да. Вот, кстати, вот вам, кстати, энергия обиды из Да, неукротимой. вот энергия обиды. Да, два человека Да, обижены, и два человека предали свою цивилизацию. свою. Оба. Да, оба предали Угу. свою цивилизацию. Своих. Вот. И правильно сказал. Своих. Да, у них тоже есть предатель, правитель трессалерианцев, когда ответила Еванзета, он сказал, и у них тоже появился предатель. То есть он предал своих, это предал своих. Вот, Да. вот это вот, конечно, да, очень интересно. Но все моменты культурной революции, которые Люцисень явно совершенно намеренно там показал, потому что он сам жил в период культурной революции, он был маленьким. Ну, когда была культурная революция? Ну, да, он 70-е, 80-е какие-то 60, года? Нет. Да, Я думаю, 60, что 60, конец 60-х. То есть он конец как раз 60-х годов. в них маленький был. Он Он был маленький, но и в своем только впоследствии послесловии к получил. трем телам он говорил, что Мгм. детство было очень бедным, необыкновенно бедным. Хотя он жил в Пекине, он жил в столице. И Мгм. у немногих детей была обувь, чтобы пойти в школу. Это в Пекине-то. Ну, в Мгм. общем, ужасные Мгм. времена, конечно, была культурная революция, все понятно. И он, конечно, об Мгм. этом не преминул. Больше, кстати, нигде он не поминает это, только в задаче 3 тем. Согласись. Да. Мгм. Больше он И, нигде об этом не конечно, в говорит. книге, вот очень важно сказать, что в книге вот эта вот культурная революция, вот этот момент смерти отца Евензе описан гораздо более трагично и Трагично. гораздо более тяжело, нежели В фильме вообще. в Дораме. В Вообще Дораме никак. очень как бы семья отказалась. А то, что там свои Цензура, студенты... что вы говорите. У них Да. до сих пор не реабилитированы многие Ну да. погибшие во время культурной революции люди. У них до сих пор не осужден, в общем-то, культ личности Ну ладно. Мao. Ну, Да, это политика, мы об да. этом не будем говорить, но у них до сих пор все это так, они все это. Ну, в общем, они это очень поскользнули. Гладят, То да, есть заглаживают. да, они Они это все заглаживают. заглаживают. А как бы ситуация с Евензе в книжке, она намного трагичнее, чем в Дораме. И если вот я читала, когда смотрела Дораму, читала комментарии, что типа того, что вот если у тебя плохо жизнь сложилась, то Вот это люди, не думай. не читая, не поймут. Да. Не Не читая, не думай, поймут. что ты должна испортить жизнь вообще всей цивилизации. Но почему даже до этого дошло? Кстати, почему она вообще это ответила? сделала? Почему она ответила? Там же не только из-за ее личной обиды. Не только. Почему она ответила? Вот почему? Почему она ответила? Она уже вышла замуж к тому очень... времени, она была беременна, но она Яндун
беременной, Да. Яндун, да, Мгм. она не знала Мгм. пока об этом, но она, в общем-то, жила довольно неплохо. У нее был прекрасный муж, который ее Мгм. обожал, в общем-то, и Мгм. ценил, и был не Мгм. глуп, и тоже был ученым. Мгм. И любил, я так понимаю, Мгм. ее всю жизнь еще, когда увидела ее первый раз у ее отца. Да, 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 там А очень, почему он она, ее очень почему любил. она, вот что случилось? Там пишет, Ле Цюциль пишет, что Мгм. она впала в глубочайшую депрессию в тот Мгм. момент, когда она отправила Мгм. послание, ответа не, она думала, это, наверное, быстро будет, потому что Мгм. через солнце же она отправила, а ничего Мгм. не было, никакого ответа. И она постоянно сидела и слушала эту тишину, и вот сама Мгм. эта работа, может быть, ее привела к такому. Ну, как сказать, что мне кажется, что там же недаром и в книге, и в Дораме это было, что она встретилась с человеком, который ей принес книжку о том, как человечество истребляет леса. Во-первых, да, этот человек. Да, Там же в который... самом начале сказано, Да, что он ага, оказал огромное влияние на судьбу человечества. Человек, который ее да, предал. да, при том, что он ее предал, но книжку-то она прочитала. Но книжку И она письмо-то, прочитала. и А книжка письмо-то она... очень, очень, как видно, была хорошо написана. Я не знаю. Да, Эта книга существует ведь на самом деле. ну, наверное, да, потому что, в Американская общем-то... писательница какой-то, Мгм, эколога. мгм. Да, Ну, в да, общем, много-то, на самом деле же много много таких причин. книг. Много И таких много книг. причин на свете есть, почему человек совершает... Одной причины вряд ли можно объяснить. Всего на свете есть много причин. Ну, в свое Почему она время я тоже ответила? комментарий написала. Дело не в том, что она эгоистка, она не эгоистка, она эгоцентристка. У нее были данные. Вот с ней поступили так. Она живет в обществе, в котором так вообще можно. Да, В котором душит все умное. Потому что да, за что пострадал ее отец? да. Не за что-то другое, не за что, а за свой интеллект, скажем так. За Ну, свой да, да, интеллект, да, да, за да, стремление да. к науке, за стремление к чистоте знания и так далее. Мгм. Он не революционер же, не контрреволюционер, ничего такого не было. Вот. Дальше что она видит? Что человечество уничтожает планету. Она в этом сама участвовала на лесоповале. Да, да, нарисовали, повалили Да, лес, да. да, она Ну видела, вот. что творится вот вокруг нее. Дальше она читает и выясняет, что это творится не только вокруг нее, А вообще во всем мире. а вообще во всем мире. И Да. людей, видимо, ничего не научит. А давай-ка мы напишем Письмо. и письмо, Да. да, Но вот туда. письмо-то, первое письмо, которое Первое письмо она отправила, составила не она. составили партийные люди, которые составили правильно, много споров как, и составили его верно, с их точки зрения. Ну, Цивилизация составили, хороша. Да, 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 да. наш китайский народ и все их мы хороши, да, Это был мы боремся с международный, империализмом. Ну, в да, общем, что это такое. вообще в то Да, время это существовало. было такое. Это На был, это мы письмо ей посылали, отвечают. мы И на это посылали письмо ей такое. отвечают. Не Мгм, не отвечай. отвечайте, не Мгм, отвечайте. Вуяо хуэйда. Я вот да, прям, мне очень понравилось, как это да, по-китайски. да, не Вуяо отвечай. хуэйда. Не Мгм, не отвечай. отвечайте, не Мгм, отвечайте. И она подумала, как это не отвечать? да, Как это не отвечать? А мы вас позовем. А вы, да. наверное, раз вы такие, вы, наверное, как она сказала, Вот. я не помню, было ли Раз это в книге. в Дараме это точно Да, было, Раби это да. точно. Раса, которая достигла такого Того, чтобы технического развития, не посылать, может быть плохой, не может быть да. То есть, такой, в как мы. принципе же, у нее не было вот этой вот идеи, что сейчас завоюют, землян всех уничтожат и так далее. Нет, а приедут и помогут. Накажут Да, то есть, невиновных, ну да, то да, есть как бы виновных, и да. человечество само безнадежно, давайте позовем Давайте вулканцев. позовем кого-нибудь, да, Вулканцев. на помощь, Да, вулканцев. да, Давайте позовем вулканцев, да, они хорошие, добрые, они нам помогут. И да, начинается мировная вселенная, где вулканцы стреляют. да, да, да. Вот это другой Да. вариант, очень мило. Мгм. Ну, в общем, вот книга, конечно, шедевральна. Вторая вообще, я очень хочу и жду, и я предполагаю, Мы что напишем, мы да, поговорим что про я вторую книгу. предполагаю, что, ну это потом, да, ну какие есть Мгм. экранизации? Теперь начинаем про фильм. Какие есть экранизации? Есть экранизация января 2023 года начала, прям свежак, и мы ее Мгм. посмотрели, которая Да, называется про вот нее «Три говорим в тела». основном. Да, «Три Мгм. тела», «Шанти» по-китайски, «Три тела» перевели, «Три боди» она называется, и она снята полностью по первой книге.
Есть еще, что у нас, аниме. Да, есть аниме. Который Дунхуа, который Дунхуа. Есть китайское Дунхуа. да? Да, полностью, по-моему, все книги, да? Не знаю, оно еще тоже онгоинговое. Я еще Выходит, вообще да. не Но они, смотрела. по-моему, делают прям до конца все. Ну, Они может быть, да. вознамерились. Не знаю, не смотрела, возможно, Посмотрим, хорошо. кстати, Ну, да. одна из наших с тобой приятельниц трекерских говорит, смотрела, говорит, хорошо. Все, Это смотрим. Харди смотрела, Харди говорит, Все, хорошо. смотрим. Да, смотрит. Что еще есть? Есть желание Netflix, и, по-моему, уже все снято. Но пока еще Да. не запущено. Но Пока я не от Netflix вышло. хорошего не жду. Хотя зря, может быть. Хотя зря. Там культурная революция будет показана. Ну, Я в полном, а дальше уверяю. уже, дальше, Да. как они уже покажут, А дальше это, они все хорошо покажут. Они же не дураки тоже, знаете да, ли. Они хорошо. Там будет и встреча с худвейбинками, я уверяю, будет, которой да, не было наверное, в Даре. Все будет да. в Netflix. Увидим. Да? Мгм, Посмотрим. Выйдет, почему не посмотреть, посмотрим, сравним. И сравним мгм, две версии с тобой, наверное. Да? да. Вот. Теперь, Мгм. Дорама. Значит, режиссер. Ты говорила, как звать его? Режиссера, как звать, ты говорила. Режиссер у нас Ян Лей. Ян Ян Лей. Лей. Теперь давай поговорим Мгм, об актерах. У меня здесь есть. мгм. Есть, я сейчас открою. Можно я еще вот про режиссера что знаю? Да-да-да, скажи про режиссера, Скажу, что что он же знаешь. снимал, вот я у него смотрела его же «Повстречавшую дракона», и, в общем, дорама не произвела такого вот хорошего впечатления, как «Три тела». Вот «Три тела» просто шедеврально снято, ничего не могу сказать. Да, «Три тела» снято. С режиссерской точки зрения она снята, по-моему, прекрасно. Да, она снята прекрасно, да. Сейчас я открою, здесь мне не Мгм. открывается, я тогда открою Да. сейчас в телефоне, и все будет замечательно. Мгм. Все будет замечательно. Так. Нет, все открывается. Не надо в телефоне. Мгм. Все открывается и в компьютере тоже. Значит, кто кого играл? Это Жан-Луи. Мгм. Жан-Луи, да? Ван Мяо. Ага. Ван Жан Мяо, Луи Жан-Луи. играл Ван Мяу, да. Ван Мяо, Жан-Луи, прекрасный актер, да? Где еще Да, играл? Ты прекрасный. смотрела в «Границах»? Ну, я не знаю, в «Границах». Но в «Гробницах», бог с ним, я что хочу сказать про персонажа и про актера. Да, Значит, когда я читала, мне Ван Мяо показался очень каким-то, ну вот, бледным. У меня не было ощущения наполненности этого образа, этого персонажа. Ну, какой-то вот просто вот человек, ученый, со стандартными какими-то достаточно реакциями. да. Да. Во-первых, он так не истерил в книге, как он истерил Ну, в какой-то такой реальности. вот Но очень, в очень реальности, серенький. извините меня, то, что он истерил в реальности, оно оправдано. Как же не истерить? Такое Абсолютно. происходит с тобой. Это же Да, обалдеть можно. И он правильно да, все отыграл, что так и да, да. а Джан Луи его сделал великолепным совершенно. Великолепный. Он и Да, он семьянин, мне, и ученый. Все как надо. нет, все при нем и есть, Все при но нем. он его сделал очень живым. Очень То есть, живой. то есть я его совершенно не воспринимала в книге, он как-то вот, ну, мимо прошел, просто как, ну, говорящая голова от автора, вот я бы так Да, сказала. да, да. Да, да, От первого лица, да, если да, писать. да, Да, здесь вот да. А он здесь он начал. очень живой и очень вызывающий сочувствие, и очень Да. приятный. Это просто вот находка, я считаю. И Второе. да, Юй Хэвэй. Юй Хэвэй это да, Шидзян. Шидзян. Мгм. Актер прекрасный. Ты сначала его не восприняла. Ты сказал, что в Да, книге он противный, поначалу потом его любишь, а тут он да. прям Как-то прекрасный сразу, а обаяшка тут с он самого с начала, самого да? начала, С ну, самого актер начала очень обаяшка. Ну, обаятельный. Да. актер хороший и прекрасно вписался. Прям вот А, как а вы я как дальше уже выражение? вот читала и представляла Ну его в этой да, роли да, прекрасно. да, 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 да. да. Я его просто представляла, когда читала, я же читала за год до тебя. Да, 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 Вот. да. Мгм. Я его представляла другим актером, Мгм. ну, другим образом совершенно. И он был пожестче и Мгм. попротивнее. Он потом выходил на этот же уровень, но без харизмы. То есть он умный, он А здесь харизма. прекрасный, а здесь он безумно А здесь он обаятельный. безумный. Но Да, теперь две прекрасные... Вот про этих актрис разреши, я скажу. это, да. Значит, Ван Цзивэнь и Джень Цинь. Ван Цзивэнь играла молодую Еван Цзэ, и Чэнь Цинь играла Еван Цзэ уже в конце ее жизни, можно сказать. Что меня поразило, это как же можно сыграть так, что у двух разных женщин одинаковый Да. взгляд.
Они сыграли смотрят одного одинаково. человека. Да, они Они смотрят сыграли вот этот одного жесткий человека. взгляд и в Ага. молодости, и Ага. нормально все Ага. видно, Ага. и в молодости, и в зрелом возрасте. Это вот одинаковый жесткий взгляд вот этот вот ученого, такого вот беспристрастного, как она хотела себя показать. И командующего ОЗТ, какой она стала. Прекрасно. Девушки справились, просто я даже не знаю, какую оценку ставить вот актерской игре 5+. обеих. Это просто, ну, все они просто великолепны. Они потрясающие. Я Они вообще, потрясающие. конечно, Ван Зе Вэнь, который мы знаем по «Оде к радости». Она много где играла. Она Она много очень где, да. известная, Да. очень Можно просто востребованная, поздравить с этой серьезная ролью. актриса. Да, Да, с она этой очень ролью. серьезная Это актриса. просто подарок, эта роль. Да, но Просто подарок. она играла в «Оде к радости», в общем-то, очень хорошо, но там роль была такая. Но она лисичку играла. Но она ее сыграла, Да, лисичку да, сыграла. да. Но здесь это серьезная роль на это Оскар. потрясающая роль. Просто потрясающая. Ей просто повезло, да, Потрясающая что роль. ее выбрали на эту Вот, роль. я о чем я говорю, что это просто... И актрисы Судьба. между собой похожи, они же еще и Похоже похожи внешне, да, похоже внешне. Очень Они хорошо. великолепно просто, вот они сделали с двумя актрисами, они сделали одну женщину, и нет ощущения разрыва. Нет ощущения разрыва, да, они молодцы. Кто еще мне понравился? Так, что такое? Так, сейчас скажу. Ну, и актер, который играл Дини, Ван Чуаньцзюнь, хороший актер, шикарный. Очень симпатичный. Очень симпатичный, очень приятный понравилось. актер, очень симпатичный. Есть актер, который играл Эванса, Кеннан Хэппи. Молодец. Мне понравилось, как он выразил. Он его великолепно его сыграл. Он да. хорошо, да. Что за актер? Даже, может быть, давай нажмем, посмотрим. Мне просто вот интересно. Есть ли о нем какой-то Какая-то американец? информация. Да, Кеннан, американец. Где сыграл? В китайских, ты знаешь, играет в основном в китайских проектах. «Жду тебя в Пекине», «Какими мы были». То есть он наверное, все-таки азиат какой-то Нет, может быть, он просто живет Может быть, живет, Китае. может быть, у него жена китаянка. Кто его знает? Да, но Тут живет ничего он не в Китае. написано, да. Это та же самая история, что, в принципе, они же берут европейцев своих, которые Но живут... те, кто там живет, на европейские роли. Ян Дон играет Хэду Цзюань. Хорошая очень актриса, девочка, красивая девочка, красивая актриса. Кто еще тут есть? Сейчас посмотрю. Вот, к сожалению, нет американского генерала. Я бы хотела посмотреть. Кто? Вот это Джеффри Джи. Это не то. Нет. Нет американского генерала, очень не хотелось бы посмотреть, кто такой. Хорошо, можно я сыграл. по поводу ООН вообще всей этой постановки международного сотрудничества скажу? Что мне очень понравилось, и я это в американских фильмах вообще не вижу. Во-первых, когда идет вот это совещание этого совета, то есть по этому поводу же создан совет, который занимается противодействием токсилерианцам при ООН. И там, соответственно, все расы. Английский с нормальным акцентом, то есть английский. Американцы говорят, да, американский английский. Русский человек. По-русски хорошо говорил. Да, явно русский актер, да, как видно, призвали русского. Да, по-французски французский актер. Да, то есть там нормально идут языки. Нету вот этого акцента. Нет, что русский говорит какую-то чушь собачью, набор слов, да, по-русски, как обычно они любят в американских фильмах. Просто кириллицу прочитать. Ну, в общем, да, это тоже хорошо сделано. Вот, что то есть они обсуждают. Они обсуждают очень веришь этому, то есть так оно и могло бы быть. Каждый про свое рассказывает. Каждый про свое, да. При этом дружно, хорошо. При этом возглавляет, конечно, все китаец. Ну, а как же? Генерал. Но китаянка предала человечество. Да. Ну, что поделать, да. Хотя Эванс американец, в общем. Да, Эванс, в общем, сам и в книге, и в сериале его персонаж, этот герой, конечно, все понятно. Это воинствующий, как это я могу сказать, эколог, воинствующий идеалист.
Да. Воинствующий идеалист. Таких людей... Получивших бодливый корове бок не дает обычно. Да, Вот а это получившие миллиардное состояние, да, да. такие люди есть, естественно, в Они всюду действительности. есть, да. Мне кажется, в Гринписе таких много, они все то Да. прибиваются, которые бегают на яхты, лезут. Да, да. Вот Ну эти вот все да, люди. Грета Тунберг, да, вот Ну, она такой еще вот. маленькая, но хочет такого Да, стать. Ее очень пандемия сгубила, а то бы могла бы да, дальше да. продолжать свое. Ну, в общем, Да, вот такой вот товарищ, который честно считает, искренне честно совершенно считает, считает, что все виды равны, вот, и нечего человечеству быть равнее нечего, да, других. да, да, равнее других. И вообще Да, надо паниш, should be punished, как вот. Еще что да, великолепно, саундтрек. да. Чен Сюэжан его, да, зовут, написал, Мгм, который мастер саундтреков китайских дорам. У него все, он и к мгм. усмирителям душ написал, он и спортивной И дораме, сам который... поет, по-моему, еще при этом. Там, по-моему, девочка поет. Нет, я имею в виду, я А не, сам не он имею в поет, виду да, да, он вообще сам сам, поет, что... он поет Да, по-английски с оркестром, вот смирителем прекрасно. да, это Шивок сам пел, да? Много-много, да, фильмов, где он писал, и здесь он тоже написал. И вообще Мгм. музыка великолепная, вся музыка великолепная, которая была в Дораме, актерская игра, режиссерские работы и отличия. Вот давай поговорим об отличиях. Что Мгм. они добавили? Они Мгм. очеловечили Ван Мяу, согласна, ничего не имею против, великолепный Сделали человек. обаятельным Даши. Даши. Сделали Добавили отлично. каких-то полицейскую девушку красивую, которая Да, одна за 10 работает. да, Пусть. интеллектуалку-то Я не пускай, прекрасно. против, очень мила. Мгм. Журналистку, которую убили, это в Да, книге не было. да, Журналистка, хорошая журналистка, хороший ход, интересной да. детективности какой-то добавили То есть всего этого. добавили вообще динамики, и это правильно. И это правильно, потому Потому что что сухо, книжка суховато. Книжка есть сухая. книжка, а это есть книжка. Еще что мне понравилось. Еще мне понравилось, как все научные, вот эти очень научные идеи в сцене там показаны. То есть Да, их читать и то тяжело, и то тяжело. да, А я представляю, если бы так не так показали, как они, насколько было бы тяжело смотреть. А они все так показали, научно-популярно, что да. смотреть Через, не тяжело. ну, Через потому что анимацию, через вот эту игру три тела. Да, которая не так, ну, вообще она тоже была развернута в книге. Да, она И в книге, и вот конечно, эта да, вся да, да. история с афонами, она же тоже была очень зрительно показана, с Зрительно, но здесь прям разворачиванием визуально очень хорошо явлениями. Ну, показали, да, оно, хорошая да, мультипликация, все да, прекрасно показано. анимация То есть, великолепная. то есть, кроме расхождений небольших добавок экшена, ничего против книги. И, конечно, замалчивали культурную революцию. И то, что мы хотели с тобой поговорить. Ну, зачем это было сделано по поводу корабля? Ну, что, вот представьте себе, вот как в книге, давай сейчас Да, расскажем, как в как в книге. книге. Как в В книге. книге был вот этот самый Эванс, Мгм, который выходил на связь с трансолерианцами, то есть, собственно, связь уже происходила не через Еванзе, а через него. мгм, И это было на его корабле, большом достаточно, научном судне. мгм, С мгм. антенной, со всеми делами, то есть как бы Научное судно, конечно. научное И судно. там УЗТ И, тусовал, адвентисты. да, там как раз вот одно из ответвлений ОЗТ, как раз их Адвентистов, да, штаб был. была штаб-квартира. Он был на этом судне. Он был, И да. вот возникла ситуация, когда нужно было извлечь информацию о контактах с трисолерианами, так, чтобы Эванс не успел, ну или команда его не успела ее уничтожить. Мгм. Для этого была придумана инновационная вот эта технология со Да, да. струнами, Струны, да. операция, Мгм. операция Гуцинь, Гуцинь, операция опять Гуцинь, да. привет неукротимый, я опять его Привет, да, вспоминала, китайским да, народным, да, 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 музыкальным да, да. инструментом. Мгм. Да-да-да, наноструны из Мгм. мономолекулярная струна, которая может разрезать все, что угодно. В общем-то, идея Даши, конечно, дал великолепная. Мгм. Вот, но тогда же гибнет весь экипаж судна. Да, они все там члены УЗТ. Да, да, ну, то есть там это Там были было простые обычное судно. матросы, Да, да. да. И по книге это было обычное, ну, это было научное судно с обычным набранным экипажем, с нормальными людьми, матросами, нормальной командой, которая про это Мгм. ОЗТ знать, не знать, ведать, И не вообще им ведала. все равно их наняли, они Все, себе да, их матросы наняли, эти. они себе и ведут Да, корабль. То да. есть я такой, вообще, здесь почему-то сделали, что все они преступники, Ну все почему? они Понятно там. почему.
Ну, Почему? нельзя же Потому что так, да, ну, нельзя же да, так. Ну, нельзя же, чтобы в Дораме гибли невинные люди, а там потому они что гибли. в книге спросил Ван Мяо, ну, естественно, кто еще спросит? Ван Мяо Да, спросил, да, а да, что же ему и делать? как... Там же есть невинные люди. И американский генерал на голубом глазу сказал, ничего страшного, Ну, необходимые что жертвы, теперь? Да, необходимые издержки, и все. да, А да. там американский Мгм. генерал сказал, они все Что там? известные террористы. Он их собирал на этом корабле. И там даже Мгм. команда террористы. И один из них убил моего сына. Ну, понятно теперь, Чужой. можно всех и убить, конечно. Ну да, если учесть, что как бы даже по логике Эванс не тот человек, который Который будет будет там собирать к личными себе террористов и вообще с ними собирать себе якшаться. якшаться, да, Якшаться это не его уровень и не его, вообще, то во-первых, не есть его, во-вторых, не его отребье собирать. Да для компетенция, него все люди отребье. Чего будет собирать? да, да, что там Это же ему, Эванс. Мы да, же все для него, знаем, кто он и да, что он, да, что он из да, себя представлял, в отличие от Еванзета, он все совершенно сознательно хотел, чтобы человечество уничтожили, а не совершенно пришли верно, учить. Да, уму-разуму, уму да. разуму. Он адвентист, да, был Мгм. в этой роли. Да, Ну, в да. общем, вот это, не, вот это как, ну, как тебе понравилось? Ну, это необходимо, иначе цензуры бы не Ну прошли. а как оно было? Вот, Да, представляете, это это невозможно так это сделать. ж невозможно было бы сделать в Дораме. Потому Абсолютно. что в Ни в книге, чем. да, в Дораме В нет. книге, пожалуйста, в книге много чего есть, чего Да. нельзя. Это же Мгм. книга. Да. Да, в А Дораме это, да, могло ни в быть. коем случае. Ну вот это, Вот. а так Мгм. вообще. И мы все клопы, вы все клопы Мгм. было. И самое смешное, Мгм. я ж только что досмотрела последнюю серию, вот 5 минут Ну назад. да, то я тоже самое. И прям Сегодня. иероглифами красиво. Вы все Да. клопы, да. И, наверное, у американцев, наверное, по-английски было, китайцев Ага. по-китайски. Сафоны, они же все могут. Да. Сафоны это Сафоны все. они такие. Сафоны, они Они такие, такие. они хорошие. Да. Сафоны, да. 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 Прекрасные создания сафоны. Ну, в общем, вот Да. так. А что хочу сказать? По всем параметрам это великолепная, да. Мгм. Смотреть Она, обязательно. Кто любит? она просто вот, как сказала, опять упоминаю я Авеню, но не могу, ну, иногда она хорошие вещи Ну, говорит. Она сказала, экранизация, которой достойна эта книга. абсолютно. То есть это экранизация то, что надо. Причем вот даже не могу сказать, вот обычно говорят, книга лучше. У меня нет ощущения, что книга лучше. Нет, У ну меня есть книгу без ощущение дорамы нельзя. Вот они идут рука об руку. Я рука не об знаю, руку. как можно посмотреть фильм и не прочитать книгу. И не получить желание почитать книгу. Вот я бы Да. так Нет, сказала. ее надо обязательно, потому что, ну, как-то они друг друга дополняют. Ну, Да, но при хорошо. всем при этом, даже смотря дораму, имеешь полное представление о сюжете, имеешь Да, полное представление да. об идеях. В То принципе, есть, можно не читать, да. Ну, нет, надо да, то читать. есть, для понимания книгу читать не надо. Для удовольствия и Надо. для расширения представлений надо. Вот я бы так сказала. Ну, а в заключение хочу сказать, что я очень надеюсь, что будет продолжение фильма, что «Темный лес», который является просто шедевральной книгой, мне кажется, Но в лучше конце всех. нам же вроде как показали кое-кого. Да, в конце был Со, со- со кое-кто. значком, со значком университета Цинхуа. Да, но он пришел туда же. Это Да, же с этого же начинается вторая книга, как он да, пришел, и еще была да, Явадзе не то что жива, а еще была не в тюрьме. Поэтому я да. так поняла, что да, они на могиле Яндун встретились. Мгм. Они же были Ну, знакомы. они бы Да. знакомы были по научным кругам каким-то, возможно. Мгм, мгм. Ну, Ну, я потому что надеюсь на второй сезон. тот же университет Цинхуа, где она работает. Цинхуа, да, университет Цинхуа. Да. Ну, в общем, Мгм. вот так. Да, мы ждем. Мы Мгм. надеемся. И третью книгу я тоже, кстати, люблю. Я не скажу, вот Мгм. многим вообще третья книга никак. Мне только Ну, там конец не очень понравился. много... Да, мне конец не понравился. Да, конец не понравился. А так вообще, Мне вот, там, многим она вообще очень нравится, потому что там много событий, да, много событий, она она очень динамичная, динамичная, она несчастная охватывает, Австралия. да, огромное количество времени, она же охватывает, по-моему, лет Да, да, там 200, вообще 200-300 лет. Нет, интересно. да, Все это смотреть да. надо, все это читать надо, Мгм. все это хорошо Но она уже экранизировали. фантастика. А Ну да, третила еще вся опирается на на наше современную время. жизнь, да, на Да, на наше современную нашу время. жизнь. Вот, я Мгм. надеюсь, что вам понравился наш обзор. Жду Мгм. ваших комментариев, Мгм. пожалуйста.
Да. Это не только китайская тема, это тема научной фантастики, поэтому мы свое видео будем распространять среди участников нашего ЖЭКа. Смотрите, пожалуйста, подписывайтесь. Можете другое не смотреть, если вам не нравится, а мы еще снимем по поводу фантастики что-нибудь. Может быть, даже еще канал. Мы про книги. Про Мы про книги. Про книги еще. Люцисини и его Да, книги. да. То есть подписка, лайк и комментарий, как говорят все ютуберы, все с вас, а с нас видео прекрасные. Две мудрые женщины объясняют. Треплются. Да, треплются. Вот, спасибо. Всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока.